В последнее время набирает обороты так называемая криптовалюта и основной ее представитель – биткоин. У этой валюты были свои взлеты и падения, но в данный момент курс выровнялся. А самое главное, что биткоины принимает все больше и больше провайдеров онлайн-услуг. Это и игровые серверы, и доменные регистраторы, и хостинг-провайдеры. А в последнее время на электронные деньги стало возможно покупать вполне реальную еду, правда пока только в США. Ну и, конечно, ее можно обменять на другую валюту, например, доллары. Кто-то может посчитать, что криптоденьги – это фикция. А ведь на самом деле и обычные деньги точно такая же фикция. Золотом они давным-давно не обеспечены, так как в мире нет столько золота, сколько нужно для поддержания роста экономики. Так что привычные нам деньги – условность. А в случае того же доллара США еще и долговое обязательство перед Федеральной резервной системой, которая на самом деле никакая не федеральная, а вполне себе частная, точно так же как Federal Express, FedEx, такая же частная, а не государственная компания. Вот как раз отсутствие этого центрального эмитента, то есть Центробанка, и отличает криптовалюту от обычных денег. Центробанки и правительство обладают полным контролем над денежной массой и по своему усмотрению управляют количеством этой самой валюты. А чем больше чего-либо, тем ниже его стоимость. Отсюда бесконечная инфляция, так как правительство постоянно печатают все новые и новые деньги, увеличивая денежную массу и снижая их стоимость. При этом стоит заметить, что такие деньги не подкреплены вообще ничем. Чего не скажешь о криптовалюте. Криптовалюта, как следует из названия, построена на очень стойких к взлому шифровальных алгоритмах. Ну, примерно тех же, которые используются для защиты ваших файлов, когда вы архивируете их с паролем. Система биткоин – это децентрализованная сеть, которую создают сами пользователи. Ну, примерно как знакомый всем торрент. В этой сети хранится файл всех транзакций, которые называются блоками, а также раз в 10 минут выдается 25 бит монет. Чтобы заработать такую монетку, необходимо произвести очень сложные вычисления, в каком-то смысле взломать эту самую криптозащиту. Первый взломавший получает монетку в свой виртуальный кошелек. Поначалу все было просто, но сам алгоритм не только очень ресурсоемкий, но и постепенно усложняется, что до определенного уровня сдерживает рост денежной массы. Так что, по сути, каждая монетка – это вложенные в нее усилия, в данном случае вычислительная мощность, и ресурсы, в данном случае процессоры и электричество, которые эти самые процессоры жрут. Так что в определенном смысле биткоины даже менее мифическая сущность, чем валюта обычная. В современном мире любые деньги – это всего лишь циферки на счете. Но в случае с биткоинами надо потрудиться, чтобы эти циферки увеличились. А вот правительству достаточно попросить Центробанк напечатать еще день знаков. Вот именно поэтому в периоды кризисов, вроде американского фондового или недавней попытки правительства Кипра национализировать чужие вклады, да и в целом, когда совсем задолбает постоянно усиливающийся контроль за чужими деньгами, многие все чаще обращаются к биткоинам. Такая валюта децентрализована и не подвластна правительствам и банкам, так как не имеет единого печатного станка. К сожалению, на данном этапе уровень ликвидности у криптоденег слишком мал. И если для частного лица с несколькими тысячами долларов он достаточен, то для крупных корпораций с миллиардными денежными потоками низкая ликвидность просто неприемлема. Но это дело времени. Официально биткоин как валюта не признан и пока носит характер эксперимента с неизвестным заранее финалом. Кстати говоря, относительная анонимность транзакций в биткоинах привела к тому, что на ведущем и чуть ли не единственном черном рынке интернета к оплате принимаются только биткоины. А купить там можно много интереснейшей контрабанды, от порнографии до героина. Чисто теоретически и всякие террористы могут отмывать там деньги, так как любой контроль и регулирование противоречит самой идее свободной валюты. Что ж, любая свобода всегда несет в себе определенные риски. Что же нужно, чтобы открыть свой виртуальный кошелек? На самом деле немного. Скачать клиент, установить, дождаться пока загрузится вся база с транзакциями с момента появления биткоина в 2009 году. На текущий момент вся база весит чуть больше 8 гигов, так что процесс первоначальной загрузки может растянуться на целый день. После того, как база загрузится, программа автоматически создаст вам кошелек. Файл кошелька и база находятся в вашем Windows профайле. Имеет смысл забэкапить файл wallet.dat. Если вы его потеряете, то потеряете все биткоины. Есть специальные сервисы по распечатке файла кошелька на бумаге. Изучите надежные и на всякий случай распечатайте ваш кошелек. Если вам не нравится, что данные лежат в профайле, можно запустить клиент со специальным ключом, указав нужную директорию для хранения данных. Собственно, все.
Если вы не выключаете компьютер и у вас есть возможность принимать входящие соединения, то сконфигурируйте соответствующим образом роутер. Таким образом вы поддерживаете сеть. Ну, как сидор в торренте. Так, с кошельком разобрались, осталось понять, где же взять эти самые биткоины. Самый простой вариант – обменять на другую валюту, те же рубли или доллары. Существует целый ряд обменников, выберите с хорошими отзывами и меняйте. Но откуда же берутся сами биткоины? Как я уже сказал, система выпускает на данный момент 25 монеток в 10 минут. Со временем это число будет уменьшаться, а алгоритм все больше усложняться, пока общее количество монеток не составит 21 миллион. Это предел, больше этого количества монет быть не может. Я не совсем понимаю, как можно будет обеспечить бесконечный рост экономики при конечном объеме денежной массы. Но с другой стороны, биткоины можно бесконечно делить на фракции, поэтому с увеличением покупательской способности одной монетки, ее будут все больше и больше дробить на части. Ну, как-то так. На данном этапе можно решить задачу и получить новую монетку, и называется этот процесс майнинг, шахтерство то бишь. Однако уже сейчас необходимые для этого мощности колоссальны, и может получиться, что электричество вы сожжете на большую сумму, чем заработаете. К примеру, даже если у вас ферма из 8 серваков, которые пашут 24 часа в сутки, то за неделю вы заработаете долларов 5. Сами считайте, сколько вы потратите ресурсов. Понятное дело, что поскольку монеток все меньше и меньше, претендентов на них все больше и больше, алгоритм сложнее и сложнее, а ресурсов надо все больше и больше, оценить вероятность успеха можете сами. Если не можете, то полно онлайн-калькуляторов, которые вам в этом помогут. Но если все же очень хочется попробовать, то покажу как. Сразу оговорюсь, что я буду использовать Farm Manager. Пугаться его не надо. Этот неказисто выглядящий менеджер файлов на голову удобнее всех этих ваших окошек и прочей гомосятины вроде Apple. Первое, что надо сделать, это найти директорию с данными клиента Bitcoin, о которой я говорил выше, и создать не файл bitcoin.conf. Внутри файла нужно внести всего две строчки. Одна задает имя пользователя, вторая пароль. После этого запускаем клиент с параметром "-сервер", то есть в качестве сервера. Дальше нам понадобится майнер, то бишь шахтер. Тут выбор широкий, но лучшим считается вот этот. Запускаем его, вводим адрес того самого сервера, который мы запустили. Понятное дело, что он отвечает на localhost, а стандартный для биткоина порт 8332. Вводим юзернейм и пароль, и наша программа падает. Как выяснилось, для майнинга на компьютере нужна видеокарта и непременно от ATI, которая поддерживает OpenCL, с запуском которого так усердно борются подписчики моего канала. NVIDIA тоже подойдет, но у нее другая архитектура. Там, где у GeForce один, но сложный шейдер, у Radeon несколько, но простых. Вот и получается, что у ATI в данной операции производительность выше, чем у NVIDIA, раз этак в 4. Есть специальные фермы для майнинга на базе спарок из ATI видеокарт. Продаются за отдельные деньги и заточены именно для генерации биткоинов. В принципе, можно и на процессоре помайнить, для этого используем другой майнер. Как видите, при почти полной загрузке процессора производительность 1 мегахэш. Для сравнения, видеокарта от NVIDIA даст где-то 11 мегахэшей, а видеокарта от ATI где-то 40 мегахэшей. Кстати говоря, можно майнить и на PlayStation 3, если на ней установлен Linux. Но, к сожалению, процессоры IBM с архитектурой Cell, а именно они используются в современных консолях вроде Xbox и PlayStation, имеют довольно низкую производительность в операциях с плавающей запятой, поэтому PS3 даст где-то 21 МГц, сожрав при этом 100 Вт электроэнергии. Для сравнения, любая видеокарта AMD ATI за 40 баксов даст вдвое большую производительность. Но даже это капля в море, и майнер-одиночка обречен. Шансов выиграть монетку почти нет. Поэтому шахтеры объединяются в шахтерский поселок, то есть пул. Таким образом сокращается количество игроков, а значит вероятность выигрыша повышается. При этом все заработанные монетки пилятся между участниками пула соответственно затраченным ими ресурсами, и в кошельке появляются доли биткоинов. Так что если решили присоединиться к пулу, не забудьте отключить свой соло-майнинг. Заработать вы на нем все равно не заработаете, а вероятность выигрыша пула, в котором вы состоите, понизите. И тогда, может быть, народная мудрость, что все деньги заработать нельзя, перестанет быть пугалом для трудоголиков. Когда денег конечное количество, их таки можно все заработать.